Здравствуйте. Продолжаю снимать, как я заливаю полы эпоксидной смолой. Вот это большой зал. Сейчас он уже доделанный. В том смысле, что собранный. Вот это наша тропинка, которая идет через весь дом. Единственная радость этих полов. Вот. Я думаю, всем интересно посмотреть заливку и что получается. Начинал я с левой половинки. Тут у нас плохое освещение. Я уже прожекторы все утащил отсюда. Так что извиняюсь. То, что видно, то видно. Я изначально говорил, что мы ничего не будем класть в щели. Но все-таки передумали и положили камушков. Идея такая, что как будто бы, так сказать, или плот, или какой-то тротуар из досок. Тут экспериментировали, как подливать, когда лучше, при какой там температуре, после скольки дней там или часов. Сейчас пройдем самую первую комнату, которую мы пробовали как образец делать. В общем, расскажу, как вот все это дело я заливал с самого начала. Сначала, конечно, даже смола там застывает 3-4 сантиметра, 5. Быстро, бодро там заполнил все эти секции, все речки. И довольно ждал результата. Она космически начала там впитываться. Было дофигища пузырьков, прям очень много. Мы там грели, она куда-то уходила, мы постоянно ее подливали. Она все равно уходила. Вот. Потом обнаружилась течь. Не знаю, видно, сейчас не видно, где блестит. Вот она. Потом думали, чем ее закрывать, там силиконом и всем остальным там пытались. Ну, благо там потери были небольшие. Потом в итоге расскажу вам, чем мы закрываем все наши щели и течи. Это обычный пластилин. Оказалось, что он очень-очень хорошо все это дело. Где он тут? Забивает, и смола никуда не уходит. Если бы не пластилин, наверное, были бы потери колоссальные. В этих местах, где мы почему-то, не знаю почему, не вытащили ни подложки и промазали отстойно. Конечно, потом замучились там силиконить, потому что там подтекало. Вот. И заливали так по чуть-чуть. Там, допустим, не знаю, там, чтобы закрыть там только-только дно этой речки. И вот после первой комнаты мы уже стали заливать немножко по-другому. Сначала проливали слой где-то не больше сантиметра. Смотрели вот как ведут себя вот эти
все наружные щели. Ну, разумеется, что мы их потом все уже помазали там пластилином, дабы перебдеть. Потому что, когда доска рассыхалась, силикон там потрескался, и бог знает, что с ним произошло. Вот. Наверное, не видно, света мало. Вот. И вот все вот эти речки сначала на сантиметры заливали, потом она засыхала, смотрели, где там что, ну, ревизию наводили по щелям, по всему вот этому, по периметру, куда она уходила. Там, скорее всего, она еще там по доске заходит сколько-то. Не знаю, значительно, незначительно, но судя там по потерям, мне кажется, что не очень значительно. Вот. И потом на следующий день мы уже заливаем там речку почти полностью. Но оставляем там, наверное, где-то 5 миллиметров, что-то типа в этом роде. Потому что она еще чуть там садится. И потом уже на третий день мы типа все это добро подливаем. В этой половинке, разумеется, мы уже когда с той половинкой набегались, с силиконом, со всей такой, с пластилином, мы уже так, вспомню, запилили, там дырки большие сделали. И вот так с помощью скотча и всякой замазки, ну и пластилина, разумеется, вот, сделали вот такие вот опалубки, и вот она там стоит и никуда не девается. Тут у нас здесь вот эта прорезь, это люк в подвал. По идее, когда мы все зальем, все это дело должно там будет открыться. Но это не точно. Надеемся, что он там не очень прилипнет, залипнет. Изначально думали, что все будет чистенько, красиво, там без потеков. Но ничего с этим не получилось. Кто-нибудь обязательно куда-нибудь да встанет. Или мимо что-нибудь там брызнет. Что могу сказать? Вот ведь даже зип пластилина лежит. Пластилин на самом деле как бы очень сильно выручил. Прям, блин, реально сильно-сильно. Мы не знаем, какой объем примерно туда внутрь ушел. Ну, под доски и все остальное, такие места. Но вытекло у нас, наверное, ну не знаю, там сейчас израсходовано на данный момент около 400 литров килограмм этой смолы. Где-то потери, может быть, литр наберутся, и то вот на все вот эти подтеки по краям, вот только там, в той комнате, и вроде как больше нигде нету. Самое нервное в этой работе, это когда ты вот все зальешь, и потом вот так ходишь, там смотришь все эти углы, там сухо, там не сухо, там держит ли пластилин, не держит. Ну, в общем, как-то так. Здесь уже вот почти все, наверное, засохло. Нам остался коридор, 2 комнаты и большой зал залить. А потом настанет самое интересное. Только мы будем все это вышлифовывать. Потому что, как я уже говорил, мы ни доску не калибровали, ничего с ней не делали. Не делали мы с ней ничего как бы не случайно, потому что она как бы сильно плясала и сильно вывернута была. Мы бы или рейсмус замучили и потратили бы не знаю сколько времени, но это было бы там такое еще глобальное удорожание. Также мы не
не циклевали, не шлифовали там фанеру, которая была на первом слое использована. А из-за того, что второй слой надо было еще положить, и доска все равно не калиброванная, мы ее как бы тоже типа не шлифовали. И сейчас надеемся, что общую плоскость и все это в уровень мы зашлифуем там шлифовальной машинкой. Ревизию примерно навели, как бы так, в плане отметок. Ну да, идет где-то перепад там сантиметра, где-то 1,5. Вот. Самое печальное, как бы, вот эта комната получилась, что здесь как бы сразу видно перепад большой такой. Вот. Не знаю, сейчас камера даст, не даст. Что вот сантиметр примерно, где не залиты, вот по речкам вот этим видно. Все остальные комнаты, ну, грубо говоря, там плюс-минус там 5 миллиметров. Машину привезем шлифовальную на следующей неделе. Ну и надеемся, что уже на следующей неделе начнем это все дело шлифовать. Ну, вроде как у меня все. Всем спасибо. До свидания.